В марте этого года вышла новость о том, что Олег Тиньков хочет открыть бизнес в Казахстане. Да, новость не совсем новая, но в оправдании скажу, что тогда у меня и канала еще не было. Поэтому я решил разобраться и прикинуть, насколько действительно это возможно, что Тиньков Инвестиции придет на наш рынок. Что за Тиньков Инвестиции и почему же я надеюсь, что он придет на наш рынок? Сейчас объясню. Не перематывай, иначе дальше не поймешь, о чем речь. Так вот, Тиньков — это экосистема, основанная на финансовых услугах, которая по полной использует все современные технологии и плюшки в своих продуктах. По размеру это третий крупнейший банк России по количеству клиентов, уступив Сбербанку и ВТБ, которым пользуется 13 миллионов человек. Запомните эту цифру, в дальнейшем она нам пригодится. Как я уже говорил, все у них онлайн и завязано на приложении и сайте. Да что говорить, у них даже отделений банка нет, потому что оно им и не нужно. Кстати, саму платформу я считаю удобной, практичной и быстрой. Есть несколько тарифных планов, робот-советник, встроенная лента новостей, идей и прогнозов, а также приложение на телефоне. Комиссии плюс-минус такие же, как и на всем рынке. И к этому моменту вы, наверное, подумали: да блин, ничего особенного же, везде это уже есть. И частично вы будете правы, но я вас переубежу. Во-первых, все продукты Тинькофф как-то более удобны и продуманы, что ли. Это и не удивительно, ведь 70% сотрудников — это IT-специалисты, которые оттачивают функционал сервиса. Вы только посмотрите, как минималистично выглядит сайт, где можно приобрести акции. Прямо рай перфекциониста. Наверное, я вас еще не до конца убедил в необходимости Тинькофф Инвестиций, поэтому включаю тяжелую артиллерию. Встречайте, Олег Тиньков. Именно он является локомотивом всей этой движухи, а не эти ваши IT-специалисты. Особенность в том, что именно он умеет создать правильное информационное поле вокруг себя и вокруг своего бизнеса, чему он научился еще до того, как стал банкиром. Вы только посмотрите на все эти акции, коллаборации, подкасты, видео, соцсети. Это просто очень агрессивный маркетинг. Но хороший маркетинг, заметьте. Насколько сочно выглядят эксклюзивные дебетовые карты. Я бы и сам себе такую заказал, даже просто так, если бы мог. К сожалению, воспользоваться услугами Тинькофф банка, соответственно и инвестициями, могут только жители Российской Федерации. Тут уж ничего не поделаешь. Причем, судя по запросам, услугами их банка не прочь воспользоваться и жители других стран. Но вернемся к Олегу Тинькову. Мы уже поняли, что он является популяризатором своих идей, и именно такого популяризатора сегодня не хватает нам на нашем рынке, чтобы привлечь местное население задуматься о финансовой грамотности и начать инвестировать как можно чаще и как можно больше, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. По последним данным, только 1,4% населения Казахстана инвестирует в ценные бумаги. К примеру, в США этот показатель составляет 55%. А в России не так много, но все-таки цифра активно растет из года в год и уже составляет 13%, и через 3-5 лет достигнет значения в 20-25%. 1%. 1%. Это капец. Также приход в Казахстан Тинькофф банка создаст дополнительную конкуренцию местным брокерам, и тут, как говорится, выживет сильнейший. Компании будут активнее бороться за клиентов, тем самым выпускать более качественные и выгодные продукты, ну и в такой конкурентной среде выиграем только мы с вами. Но не может быть все так гладко, в чем-то есть подвох. И да, этот подвох есть. Если вернуться к новости, которая разлетелась по всем СМИ, то можно понять, в чем дело. Итак, хронология событий. Олег Тиньков общался с подписчиками в социальной сети Clubhouse. Для тех, кто не знает, Clubhouse – это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. В основном там популярные и не очень личности дискутируют на различные темы. И Олег Тиньков без исключения также присоединился, дабы поддержать тренд, и даже собрал рекордное количество слушателей для русскоязычной аудитории. В общем и целом он разговаривал много о чем. О бизнесе, о работе, про топ-бизнесменов России, о том, что он смотрит на возможность бизнеса в Китае, о различных финтех-проектах, в которые вложился в Европе, немного поговорил про криптовалюты и, говоря про выход на международный рынок, о котором он еще только думает, заметьте, и упомянув СНГ и его перспективы, он сказал, цитирую: «Казахстан – маленький, но интересный рынок, именно для инвестиций. Мы думаем, как зайти в Казахстан с инвестиционным бизнесом». С одной стороны, как говорится, дыма без огня не бывает, и раз уже есть такой разговор, значит это может стать реальностью.
С другой стороны, СМИ, как всегда, вырвали из контекста слова Тинькова и разнесли по всем источникам с громкими кликбейтными заголовками. Кстати, они это не в первый раз делают. Аж в 2015 году была такая ситуация, и звучали такие заголовки: Тинькофф Банк хочет выйти на финансовый рынок Казахстана. Аналитики начали предсказывать, какие продукты будут выходить от банка, эксперты о том, что есть некие договоренности с Нацбанком о получении лицензии, экономисты считать, какую долю рынка займет Тинькофф. Но на деле оказалось, что Тинькофф Банк просто-напросто нанимал людей из Казахстана на позиции оператора колл-центра, которые могли работать удаленно из дома. Тогда это было в диковинку и казалось удивительным, нежели сейчас. Ну, вы поняли отсылку: карантин, удаленная работа, все дела. Так, на чем я остановился? Ах, да. Ну и не забудем сравнить размер рынка. Сделать это можно по-разному. По количеству транзакций, по объему денежных средств, по чистой прибыли финансового сектора. Но я решил не заморачиваться и просто сравнил количество людей. Да, не очень объективно, зато в воображении представляется лучше. Помните число активных пользователей Тинькофф Банка, которое я попросил запомнить? Сейчас я напомню: 13 миллионов пользователей. А вот общее количество населения Казахстана составляет порядка 18 миллионов. Но давайте вычтем из них детей и пенсионеров, с которыми банки не работают и кредиты не выдают, и получается 13,5 миллионов. То есть у Тинькофф Банка количество клиентов почти равняется количеству финансово активного населения целой страны. Теперь я думаю, вы понимаете, почему Китай с населением больше 1 миллиарда человек является приоритетом для Тинькова, о чем сказал на той же самой встрече. Там есть где разгуляться и есть куда расти. Сложно сделать какой-то вывод. С одной стороны, эмоционально веришь, надеешься на то, что Тинькофф ворвется на рынок Казахстана и задаст новый темп рынку инвестиций. Но с другой стороны, все факты говорят против этого. Ну или то, что пока еще не время. Или у Олега Тинькова есть какой-то план. Обязательно напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, когда же нам ждать Тинькофф инвестиции. А вот когда он действительно появится, мы обязательно откроем эти комментарии и посмотрим, кто же был ближе всего к правде. Не забудь наградить меня лайком и подписаться на канал, если, конечно, еще не подписан, ведь я верю, у тебя все получится и ты преуспеешь в инвестициях.